Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это продолжение рубрики, в которой мы собираем комплекты снаряжения для игры в страйкбол на основе какого-то отдельного производителя. В этом выпуске мы будем собирать комплект на основе производителя Centurion Gear. Для начала, как всегда, определимся, для каких условий мы будем собирать комплект. В этот раз это будет комплект штурмовика с автоматическим оружием для игры на полигонах городского типа, CQB полигонах и на играх, где подразумевается, что мы будем часто ездить в транспорте. Формат игры суточная. Большинство комплектов, которые мы собирали раньше, были построены по принципу, что основной боезапас размещался именно на боевом поясе. В этот раз мы решили пересмотреть немного концепцию и постараться по максимуму разместить все необходимое именно на бронежилете. В качестве основы будет использоваться версия бронежилета LBT 6094 размера B от Centurion Gear. Дополнительное снаряжение мы будем размещать на боевом поясе. Версия LBT 6094B сделана из стопроцентного нейлона плотностью 1000 ден. Внутренняя часть чехлов для пластин выполнена из более мягкой ткани. Внутри есть велкро-липучки для установки кап, если это вам нужно. При желании внутрь можно вставить плиты типа сапи размера L или гранит третьего размера. Ну или имитации из пенки, если вы не планируете на страйкболе таскать лишние тяжести. Для видео мы вставили плиты, но для игры мы бы скорее всего заменили их на имитации. Еще внутри панели есть отдельный отсек для установки арамидных пакетов. Тут мы оставим пенку. В камербэнд тоже можно вставить арамидные пакеты и бронепластины типа MSAP размера 6 на 6 дюймов. У бронежилета размера B на передней панели есть 8 ячеек моли, за счет чего тут можно разместить 4 магазинных подсумка. А это значит, что в случае использования двойных подсумков нам есть куда разместить до 8 автоматных магазинов. В нижней части передней панели есть 6 ячеек моли, за которые можно закрепить защиту паха, если она вам, конечно, нужна. На камербенде есть встроенные карманы для радиостанции или пистолета. Их размер адаптирован под рацию габаритов Baofeng. Карман закрывается на хлястик с фиксацией кнопкой. В качестве основного оружия мы будем использовать привод М4 серии. В моем случае это моя старенькая Амеба. Для полноценной игры нам понадобится 8 магазинов, и мы их с легкостью разместим на передней панели бронежилета в 4 двойных подсумках с клапаном. В данной сборке можно смело использовать двойные подсумки на груди, так как ползать в выбранных условиях мы просто не собираемся. Выше на груди я разместил 2 одинарных подсумка под ручные гранаты. Подсумок закрывается на велкро и позволяет очень быстро извлекать гранату. Скрытых действий мы не планируем. В каждый подсумок помещается по одной гранате формата РГД-5 или целых 2 гранаты формата Егерь. Конечно, 2 гранаты тут сидят плотничком, но зато помещаются. На полигонах городского типа гранат много не бывает, поэтому дополнительный запас гранат мы положим в утилитарный подсумок, который повесим на камербэнд под левую руку для быстрого доступа. Справа на камербэнд мы повесим медицинский подсумок. Для военных целей я бы скорее всего разместил в нем средства для перевязки, комплект медицины, а сверху подсумка повесил бы турникет. Но мы собираем комплект для страйкбола, а в страйкболе таскать полный комплект полевой медицины не обязательно. Тем более, если вы не знаете, как правильно оказывать первую помощь. Максимум, что стоит взять с собой из медицины в страйкболе, это перекись, бинт для обработки раны и необходимые конкретно вам таблетки. Например, от живота или от аллергии. В случае серьезной травмы лучше сразу сообщить об этом организаторам и позвать медиков для оказания профессиональной помощи. Как показала практика, для страйкбола в таком подсумке удобно размещать запасные аккумуляторы, нож, мультитул, небольшой фонарик и подобные полезные мелочи. В напашный утилитарный подсумок отлично влазит пакет с шарами. Туда же можно определить лоудер. Чтобы лоудер не болтался, его можно закрепить резинкой. Вообще, в ассортименте Centurion Gear есть подсумок под рацию, но я решил разместить ее во внутреннем кармане камербэнда. На мой взгляд, такое размещение рации одно из самых удобных. Она не мешается, надежно защищена и при этом удобно достается. А если у вас цифровая рация с переключением каналов крутилкой волкодера, ее вообще можно не доставать из кармана. Собственно, как я обычно и делаю. На спину бронежилета я разместил рюкзак типа Minimap. В нем можно расположить гидратор и все вещи, к которым не нужен быстрый доступ.
Например, пакет с едой кранидов, запасные аккумуляторы для рации, баллон газа для пистолетов или даже ВВД-баллон, если вы пользуетесь сборками на ВВД с внешней линией. Боевой пояс в этом сетапе я решил максимально разгрузить. Особенно в этом есть смысл, если вы собираетесь перемещаться в технике. Справа пластиковая кобура с пистолетом Glock. Слева пара подсумков с пистолетными магазинами для быстрого доступа к ним. Сзади я разместил складной подсумок для сброса магазинов. Когда вы находитесь в транспорте, его можно свернуть, чтобы он не мешался. В ситуации, когда требуется быстрая замена магазинов, его можно быстро привести в рабочее состояние, просто потянув за клапан вверх. Для того, чтобы не потерять магазины из сбросника, в верхней части есть утяжка. Стоит отметить, что сбросник не особо большой, и максимум я бы сюда скидывал до 4 магазинов. Как вы видите, на основе снаряжения Centurion Gear можно без проблем собрать полноценный комплект для игры на полигонах городского типа, в зданиях и для перемещения в технике. При этом мы имеем достаточный боезапас в виде 8 автоматных магазинов, приличный набор гранат, шары и лоудер в быстром доступе. Если это необходимо, есть где разместить запас еды и воды. А если вы играете с ВВД, то для баллона тоже найдется место. Если предполагается более-менее длительный отдых, вы всегда можете снять с себя бронежилет, оставив только боевой пояс. Таким образом, вы останетесь при оружии и в случае неожиданной ситуации сможете отстреляться пистолетом, пока не доберетесь до основного оружия. На играх с игровыми жилыми лагерями это может быть актуально. Ссылки на все элементы комплекта я оставил в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, жать колокольчик. До скорого!